Друзья, привет! Сегодня мы побудем с вами бюджетными туристами и посетим самые интересные и бесплатные места Познани. Прямо сейчас поставьте плюс в комментариях, если вы поняли, где мы находимся, а если нет, то узнаете позже в этом видео. Приятного вам просмотра! Начнем нашу прогулку от Старого Бровара. Здесь начинается такая красивая улица Полвейская, которая направляется к центру старого города. Мне эта улица сразу понравилась, потому что уже здесь можно почувствовать атмосферу Познани, зайти в разные магазинчики, даже просто, чтобы посмотреть, что там есть, изучить каждый дом и понаблюдать за людьми. В абсолютно каждом старом городе есть какие-то свои духовные места, и Познань не исключение. Здесь мы нашли очень красивую церковь, которую не смогли не показать вам. Это католическая церковь, которая имеет мега длинное название, которое никак не запомнишь, и она красивая как внутри, так и снаружи, и также здесь есть очень уютный внутренний дворик. И вот она, рыночная площадь. И все было бы хорошо, если бы не один маленький нюанс. И ладно, если бы была перерыта только одна улица и только эта площадь, но нет. Так выглядит примерно пол Познани, и я не шучу. Но тем не менее, если закрыть уши и глаза и просто смотреть на эти дома, а не на то, что находится внизу, то в принципе не так уж и плохо. На самом деле дома реально очень красивые, и ратуша выглядит просто вообще шедеврально. Не знаю, может, я просто забыла прошлый старый город, но эта площадь мне очень нравится, и как по мне, именно вот эти дома в середине особенно выделяются среди, там, например, Гданьска тем более, потому что там другой вообще стиль, и отличается от Варшавы. В данный момент вы, конечно, ограничены пространством, и можно идти только по таким специально проделанным улочкам. По центру не походишь, но, по крайней мере, к отдельным ресторанам и местам здесь есть дорожки. Два факта про рыночную площадь в Познани. Первый из Википедии. Это площадь, именно рыночная площадь. Третья по величине в Польше после Кракова и Вроцлава. И второй факт от нас. Очень интересный. Когда мы здесь первый раз гуляли, мы стояли, смотрели на дома и увидели, что с одного дома упал кирпич. Прям почти на проходящих мимо людей. Выглядело небезопасно. Но не будем о грустном, посчитаем, что нам просто не повезло. Кстати, здесь же на ратуше прячутся знаменитые познанские козлы. Каждый день в 12:00 они появляются, чтобы попадаться и отметить полдень. Считается, что впервые козлы были установлены на башне в 1551 году и с того времени стали символом города. Пока шли к новому месту, услышали птичек, подняли голову, а там увидели под балконом такое гнездо. Это прикольно. А сейчас мы с вами находимся в очень значимой и важной части Познани, с которой, можно сказать, начиналась история всего города. Мы на Тумском острове. Еще в X веке здесь были первые поселения, а в 968 году был возведен первый кафедральный собор, который несет имя святых Петра и Павла. Вот, кстати, и он. Сам костел очень красивый и является главной достопримечательностью всего острова. И, собственно, само слово «тум» в Средневековье по-польски означало «костел» или «церковная община». О, как вовремя. Так, все. Так что, по сути, Тумский остров – это остров с костелом. И, как оказалось, такой же остров с таким же названием находится еще в другом городе Польши, во Вроцлаве.
Хоть Тумский остров очень маленький, он мне безумно понравился, даже больше, чем старый город, потому что здесь тихо, уютно, здесь мало людей, мало машин, можно прогуляться, зайти в костел или в собор. И сегодня нам еще очень повезло с погодой, спокойная, солнечная, ясная. Такого в Польше бывает очень мало, редко, но нам сегодня повезло. Переходя из Тумского острова в Сродку, еще один интересный район Познани, стоит обратить внимание на Жордан-Бридж. Это пешеходно-велосипедный мост, под которым протекает река Цыбина. Сам мост выглядит прикольно за счет своего цвета и открывающихся с него видов. Но не будем тут долго задерживаться, впереди нас ждет еще парочка интересных локаций. Бюджетные туристы пришли к новой локации. Вашему вниманию предоставляется мурал Срудка. Это трехмерная такая картина на большом многоквартирном доме, которая называется, внимание, «История Срудки с трубачом на крыше и котом на заднем плане». Да, поздно не любят длинные названия, как я уже поняла. И картина оправдывает его. Вот тебе и Срудка, вот тебе и трубач, и кот в самом верху. Единственное, солнце уже отсюда ушло, поэтому дом выглядит и картина блекла, и трехмерность не на 100% работает, но идея классная, и сам рисунок нарисован очень красиво. Я думаю, мы похожи. Это самый большой парк в Познани, его площадь 100 гектаров, так что по нему можно долго гулять. На его территории есть несколько интересных зон и локаций, и первая из них это такой себе розариум. Розы еще не успели зацвести, зато собака успела погавкать, но здесь есть такой маленький прудик, немножко сбивает. Здесь есть маленький прудик, который в глубину буквально 5 сантиметров, и вокруг такое зеленое пространство с лавочками, где можно посидеть, послушать птичек, которые сейчас просто невероятно красиво поют. Боже, я так рада, что весна наступает. Ну ладно, идем к следующей локации. Ой, полетел, корова на льду. Недалеко от военного музея находится очень интересная, уникальная в своем роде композиция. Она называется «Неопознанные», и здесь представлено 112 железных фигур, которые идут в разных направлениях без какой-либо цели. Таким образом, эти скульптуры, эта композиция иллюстрирует положение человека в современном мире. Как я это вижу, как я это интерпретирую, это то, что часто многие люди не знают своего пути, не знают своего предназначения и постоянно находятся в поисках себя, и поэтому иногда могут идти не по своему пути, не в ту сторону, в которую нужно, поэтому здесь людишки так расположены. Вообще интересно, здесь можно так походить между ними, потеряться немножко, но выглядит, конечно, очень прикольно. Ну что, как вам Познань? Пишите в комментариях свои впечатления и ставьте лайки, если мне удалось передать хотя бы немного атмосферу города через это видео. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!